Всем привет! АвтоВАЗ стоит перед сложным выбором. Либо отдать завод китайцам, производить только из своего или закупать передовые технологии. Какой путь выберет руководство АвтоВАЗа, разберем прямо сейчас. Если тема вам интересна, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Навряд ли еще в 2021 году кто-то на АвтоВАЗе предполагал, что сейчас будет выпускать завод. Тогда всем было совершенно очевидно, что предприятие и дальше будет под руководством французов из Renault, которые уже распланировали развитие российского автомобильного гиганта на годы вперед. Например, согласно опубликованному еще 5 лет назад плану, в 2023 году Renault планировал выпустить две новые модели Lada в B-сегменте. Это как раз должна была быть нынешняя Искра, которая бы отправила на покой Гранту. Еще одна модель должна появиться через год. Скорее всего, речь шла о Весте, только полноценного второго поколения на другой платформе. А в прошлом году россияне получили бы первую Ладу C-класса. Но сегодня остается только догадываться, что это могло быть на самом деле. Да и уже не важно. Сегодня мы имеем то, что имеем. Более того, прямо сейчас АвтоВАЗ находится в той точке, когда пора бы уже выбрать, какой дорогой пойдет завод дальше, а дорог таких всего лишь 3 штуки. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы. Давайте вместе оценим перспективы каждого пути. Дорога номер 1. Никакой зависимости от импорта, выпускаем только то, что можем сделать сами. Первый путь больше всего понравится, наверное, максимально патриотичным автолюбителям. Это вариант предполагает, что завод не станет закупать китайские детали и технологии для своих машин. И мы будем обходиться только тем, что можем выпускать внутри страны. Какие здесь плюсы? Никакие санкции нам не страшны. От слова совсем. Даже если от нас отвернется Китай, никакого воздействия на производство не будет. Оно максимально независимое. Какие здесь минусы? Модельный ряд АвтоВАЗа долгое время или вообще навсегда будет состоять из Гранты и Нивы в почти минимальной комплектации. Такое уже было в 2022, помните? Если повезет, то еще освоим Весту на механике с мотором 1,6 литра. Про какой-то азимут с турбиной и панорамной крышей даже не стоит задумываться. Да и в целом про автоматическую трансмиссию скорее всего придется забыть. Производство своей системы ABS мы вроде бы освоили, но 10 или 20 электронных ассистентов, как на современных китайских аппаратах, у таких лад не будет. Самый жирный минус в таком подходе – развитие машин АвтоВАЗа станет таким медленным, что с каждым годом мы все больше и больше станем отставать от мировых трендов. Еще одна неприятность – рост цен. Разработать свой вариатор – это очень дорого. И затраты в конце концов все равно ложатся на потребителя. Производителю дешевле купить импортный, в данном случае китайский, разумеется. И как видите сегодня, когда АвтоВАЗ действительно закупает в Китае многие комплектующие для своих автомобилей, цены на Лады все равно очень высокие. А теперь представьте, если бы все закупаемое мы пытались бы разработать сами с нуля и тратили на это миллиарды. А насколько бы растянулся процесс по времени? С другой стороны, в век глобализации мы бы действительно умудрились получить свой независимый автопром. Дорога номер 2. Покупать в Китае отдельные детали и еще лет 20-30 пользоваться теми платформами, что уже есть. Собственно, прямо сейчас предприятие из Тольятти как раз идет этим путем. Другое дело, останутся ли они на этой дороге или пойдут другой. Сам принцип заключается в том, что закупаем в Китае отдельные компоненты, но строим новые машины на базе того, что у нас есть сейчас. К примеру, тот же Азимут, который выйдет в этом году, построен на базе Весты. Но турбированный мотор, вариатор или панорамная крыша для него, очевидно, были приобретены у восточного партнера. Какие здесь плюсы? Сохраняем некую независимость предприятия, но развиваем машины через покупку отдельных деталей. Нет своего вариатора – купили китайские. Нет своих продвинутых электронных помощников – купили китайские. Какие здесь минусы? Во-первых, все тележки, которыми обладает сегодня АвтоВАЗ, устаревшие. Одной платформе Весты уже больше 15 лет, а как раз на ней создан кроссовер Азимут.
И я уж промолчу о том, что корни гранты вообще уходят в ВАЗ-2108. Платформа от Логана у Искры помоложе. Но получится ли из нее что-то вытянуть еще, помимо самой Искры? Во-вторых, на АвтоВАЗе сейчас дикая чехарда с этими самыми базами. Нивы на своей базе, Гранта на своей, Ларгус на своей, Веста на своей. Все это усложняет производство и делает его дороже. Дорога номер 3. Стать частью китайского концерна, как были частью Renault когда-то. Например, отдать завод под контроль Chery или другого крупного производителя с большими ресурсами. Как в свое время произошло с передачей предприятия под контроль концерна Renault-Nissan. Какие здесь плюсы? Максимально простой доступ к новым технологиям, новым опциям, платформам. Понятный путь развития на 5 или 10 лет. Еще и более эффективный путь, так как новые владельцы предприятия будут нести уже свои убытки, если АвтоВАЗ не станет успешным. Скорее всего, машины станут дешевле, технологичнее, безопаснее. И не будет сильно отставать от того, что китайцы предлагают на других рынках и у себя дома. Какие здесь минусы? Самый очевидный – это зависимость от нового хозяина, как когда-то была от французов. И если уже китайцы уйдут, то снова заберут с собой все технологии и наработки. АвтоВАЗ снова окажется в ситуации, когда приходится выпускать пустые гранты без подушек безопасности и с воющей 40-летней механикой. Что же получается? Путь первый – максимальная независимость, но машины дорогие и отсталые на мировом фоне. Путь второй – с серединки на половинку, как сейчас. Донашиваем старые тележки до талых вод, но местами внедряем покупные технологии, чтобы хоть чем-то прогрессировать. Путь третий – отдаем завод одной из китайских компаний. Получаем стратегию на годы, подъем в технологиях, удешевление производства, но получаем и полную зависимость от новых менеджеров. Мое мнение, что развивать надо не ВАЗ и даже не автопром. Думать нужно о развитии машиностроения в широком смысле. Не может развиваться один завод, если вся остальная промышленность в развале. А путь развития будет выбирать не завод, а его собственник – государство в лице правительства. По историческим меркам прошло совсем немного времени с тех пор, как страна выпускала для своих автозаводов абсолютно все, до последней гайки. И машины своего производства при этом как раз ездили, пусть и похуже, чем Мерседесы с Фордами. И даже АКПП как-то производили. И на автобусы ЛиАЗ ставили еще с далеких 60-х. Сейчас куда все это ушло? И не думали при этом, что вот завтра китайский или там французский дядя захлопнет торговлю и накроется наш автопром. А международное положение нам на сегодня обеспечили такое, что ожидать можно абсолютно всего. Так что учитесь делать машины и обновлять модельный ряд внутри страны, своими руками и своими мозгами. Не надейтесь на китайского дядюшку. Может быть, даже еще не поздно этому научиться. Особенно если работать, а не набивать карманы, доедая советское наследство. Все уже, остались крохи, все спустили, украли или на бананы поменяли. А какой путь выбрать АвтоВАЗу, по вашему мнению? Может, у вас есть какой-то четвертый путь, например, распустить нынешнее руководство АвтоВАЗа? И поможет ли это? То, что я не могу сказать здесь, говорю в своем телеграм-канале без цензуры. Подписывайтесь, ссылка внизу. Спасибо, что досмотрели видео до конца, посмотрите и предыдущие наши ролики. А также подпишитесь на канал, если почему-то еще этого не сделали. Удачи!